Сегодня мы поговорим о сахароснижающих препаратах с комментариями врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на канале. Ну, тогда начнем. При постановке диагноза сахарный диабет второго типа врач обязан, кроме рекомендаций по питанию и изменению образа жизни, назначить сахароснижающие препараты. И здесь всегда хочется, чтобы пациент четко понимал механизм действия препаратов, назначенных врачом. Вопросы, которые необходимо задать доктору: какой механизм действия препарата? Влияет ли это лекарство на инсулинорезистентность? Основной механизм развития сахарного диабета второго типа? Сохранена ли у меня выработка собственного инсулина в поджелудочной железе? Начнем разбираться. Золотым стандартом в лечении сахарного диабета второго типа является метформин-глюкофаж (Сиафор). Отлично повышает чувствительность клеток к инсулину, снижает продукцию глюкозы печенью, является кардиопротектором и защитой от рака, а также лекарством от старения. Не вызывает гипогликемию, может приводить к дефициту витамина В12. Ингибиторы ДПП-4 Галвус, Енувия, Англиза Тражента, Випидия – глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина, глюкозозависимое подавление секреции глюкагона. Глюкозозависимое значит, что эффект проявляется только при высоком уровне глюкозы. Снижение продукции глюкозы печенью, нейтральное действие на массу тела, не вызывает гипогликемию. В монотерапии оказывает слабый эффект, чаще используется в сочетании с метформином. Агонисты рецепторов ГПП-1, глюкагоноподобного пептида, Вектоза, Трулисити, Саксенда, Оземпик, Монжара. ГПП-1 – это гормон, который вырабатывается в ЖКТ в ответ на прием пищи и дает сигнал поджелудочной железе на выработку инсулина. Кроме того, он замедляет опорожнение желудка, влияет на центр голода в головном мозге, отлично снижает аппетит и вес. На сегодняшний день очень популярная группа препаратов. Могу сделать отдельно пост на эту тему, если хотите. Ставьте плюс в комментариях, если надо. Препараты сульфанилмочевины, манинил, диабетон, амарил и глиниды, Старликс, Новонорм способствуют усилению выработки инсулина в поджелудочной железе. Можно сказать, что основная задача – выжать из поджелудочной все ресурсы, какие еще есть. А если у пациента и так гиперинсулинемия, всегда ли нужно еще больше стимулировать секрецию инсулина? Препарат может вызывать гипогликемию, падение сахара в крови и прибавку веса. Ингибиторы натриглюкозного котранспортера второго типа, глифлозины, СКЛ-2, Фарсига, Инвокана, Джардинс. Основной механизм – это увеличить выведение избытка глюкозы в крови через почки с мочой. Не сильно физиологичное действие, раз уже не ушла глюкоза в клетку, не дала энергию, то хотя бы в крови ее уровень не будет высокий. В побочных эффектах – риск урогенитальных инфекций, риск гиповолемии, риск кетоацидоза. Но имеет ли смысл любой ценой нормализовывать уровень сахара в крови, создавая видимость благополучия, в то время, когда основная причина диабета – инсулинорезистентность – не ликвидирована и разрушение организма продолжается? Я в своей практике не использую эту группу препаратов. При неэффективности сахароснижающих препаратов, при истощении запасов собственного инсулина назначается экзогенный инсулин. Но опять же, если инсулинорезистентность не ликвидирована, то назначение инсулина не будет эффективно, приведет лишь к прибавке веса, постоянному наращиванию доз инсулина и другим неблагоприятным эффектам. Поэтому работа с инсулинорезистентностью всегда первична. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту вовремя и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!